Приветствую! Что, я опять выдумал? Я должен сделать максимум целей в игре, не прибегая к фермерству. Что я подразумеваю под фермерством? Выращивание и сбор культур, животноводство, использование рыболовных ловушек и так далее. А что там насчет целей? Я буду озвучивать их в процессе ролика, потому что их на самом деле немало. Ладно, не буду затягивать. Приятного аппетита всем, кто не успел, и приятного просмотра. Очнувшись в своем новеньком доме, я сразу же забрал самые бесполезные семена в этом прохождении, после чего переставил весь интерьер. Выйдя на улицу, я сразу же принялся очищать свой участок от мусора, ну чтобы не мозолило глаза. Да и в целом в первый день больше нечего делать. Потратив всю энергию, я принялся выполнять свой первый квест – знакомство с жителями. Попутно я искал лут в мусорных баках, но у одного из них меня спалила Марни, припрятавшаяся за домиком. В одном из баков мне выпали перечные бомбочки. Очень хорошая и халявная еда в первый же день. Неплохо. На обратном пути я также нашел еще немного еды, которую благополучно слил на уборку участка. В первый день я сразу же апнул один из навыков. На второй день я увидел письмо от Вилли, в котором он наконец-то предлагает мне один из лучших инструментов для фарма денег в начале игры. Недолго думая, я сразу же рванул на пляж, где получил самую худшую, но самую необходимую удочку. Весь оставшийся день я провел на пирсе, зарабатывая свои первые деньги, за что был вознагражден сразу 2 левелапами рыбной ловли. Проснувшись, я сразу же побежал в горы, невзирая на дождь. Конечно же, я бежал сюда не ради красивых видов, а в очередной раз ради рыбалки. Первая ридевая рыба была поймана уже на третий день. Добрый знак. На четвертый день мне пришла целая гора писем, прочитав которые я снова начал рыбачить. И уже в конце дня мне предложили выбрать первую профессию, подумав над которой, я выбрал рыбака. И не зря, ведь уже как 2 дня я копил рыбу, чтобы продать ее подороже. Да и к тому же я все равно не могу использовать крабовые ловушки из-за условий челленджа. Утром ко мне пришла Марни и подарила мне кота, но из-за скипа катсцены я не выбрал ему имя. Также Джорджа наконец-то расчистили проход в шахту, но я забыл об этом еще на 4 дня. Немного расчистив ферму, я пришел к Вилли за новой удочкой. Ну и сразу купил свежую наживку к ней, после чего сразу же направился тестить ее. Навыки лились ко мне рекой, отчего я начал думать, что 10 уровень я получу в первую весну. В 6-й день мне начали показывать катсцену с клубом, которую я поспешно скипнул, после чего купил рюкзак у Пьера на 24 слота. С ним мне было гораздо комфортнее рыбачить, поэтому... Да, все именно так. На 7-й день я купил последний рюкзак на 36 слотов, с мыслью, а почему бы и нет? Так я рыбачил вплоть до 9-го дня, пока не вспомнил о шахте. Было больно и неприятно ломать камни обычной киркой, ведь на каждый из них требовалось по 2 удара. Слив всю энергию на 12-м этаже, я пошел до фермы, чтобы наесться и... рыбачить, конечно. Даже такой безобразный день принес мне первый уровень горного дела. Прямо с утра ко мне заявился Клин с предложением о создании печки. Также Марлон дал знать о себе, выдав квест на слаймов. Печки не заставили себя долго ждать, а вот квесту Марлона придется подождать какое-то время. Придя в горы, я решил начать задаривать самую сочную девочку Старди. И сразу же, не теряя времени, направился в шахты, где вновь слил всю энергию на 16 уровне. На все деньги закупился самой лучшей удочкой и наживкой, после чего рыбачил до конца дня. Придя на ферму только к полуночи, я выполнил еще один квест на выплавку слитков и поставил еще одну печку. Вот каждый день ко мне кто-то приходит. Вот и Диметриус предложил оборудовать мою пещеру. У кумеков я выбрал летучих мышей, так как они самые выгодные в этом плане. Дожидаясь открытия кузни, я неплохо так наловил рыбы, из-за чего провтыкал в рыбалке до 11 утра. Клинта я поставил на улучшение кирку, чтобы наконец ломать камни с одного удара. Придя в лес, у меня запустилась очередная катсцена, после которой я сразу же направился за топором Робин. По пути мне встретилось гигантское количество лука-батуна, и собрать который было бы великим грехом. О, а вот и топор. Отнести его я не успевал, поэтому остаток дня было решено провести в рыбалке. Проснувшись, я снова увидел письмо, в котором предупреждали о предстоящем яичном фестивале. Пришел в горы, подарил местной красавице цветок, пошел рыбачить. Занес топор Робин, отчего она вся засияла. Пришел к продавцу книг, но понял, что я бомж и мне ни на что не хватает. Решив исправить ситуацию, пошел рыбачить до конца дня. 13 число на календаре, что означало только одно – яичный фестиваль. Легчайше обыграв этих детей, забрал свою соломенную шляпу и покинул это мероприятие. На вторую неделю в долине я наконец-то решил проложить дороги на своем участке. Ну ляпота. Забрав у Клинта свою драгоценную кирку, я отправился в Джоджо, где купил членство за 5000 золотых. Попутно начал задаривать Робин, ведь одна из целей прохождения – максимальная дружба со всеми жителями долины. Забежав в шахту, я дошел до баснословного 20 уровня, где меня щедро одарили новым мечом. И вот мне снова шлют письмо, где говорится про уход за растениями. Камон, я фермерский атеист, не произносите ничего связанное с фермерством. Придя к Клинту, я поставил топор на улучшение и в 1000-й раз пошел рыбачить. Так я рыбачил и копался в шахте вплоть до конца 16-го дня, пока мне не вылезло окно с выбором профессии. Решил выбрать рыболова энтузиаста, чтобы иметь еще больше денег с продажи рыбы. Копаясь в шахте, увидел сообщение о выполненной цели по убийствам. Это, кстати, тоже одна из целей челленджа. Полностью выполнить все цели гильдии приключений.
Покопавшись в шахте, я наконец-то дошел до 40 уровня, где мне выдали бесполезную рогатку и гораздо более полезный доступ к железу. На 19-й день Джоди попросила у меня цветную капусту. Этот квест провисит у меня до конца челленджа. Спустя сотню лет я наконец-то получил свой первый свиток дварфов, после чего совершил нереальный фейл. Вот как всегда, покупаешь что-то в игре и сразу же получаешь вариант получше, либо точно такой же, но бесплатно. Поставил кирку на улучшение и расколол кучу живот, получив тонну артефактов и минералов. Практически заполнил один из стеллажей музея, за что опять получил бесполезные семечки. Немного порыбачив, выловил еще 4 артефакта для музея, за что получил картину и... семечко. Остаток дня я провел за расчисткой фермы и рыбалкой. Забрал стальную кирку и отдал топор на улучшение. Чувствовал себя машиной по фарму в этот момент. Так я и провел остаток весны. Расчищал понемногу ферму, заходил в шахту и рыбачил, периодически ходя к ленту за улучшениями. Расскажу лишь о главном. На 22-й день я выбрал профессию геолога, потому что это попросту выгоднее. На 23-й день я сделал себе довольно слабенькое колечко на свет и магнетизм, но оно было полезно для меня. На цветочных танцах прикупил себе одно из 9 пугало, так как для еще одной цели мне нужно собрать их всех. Также меня отшила самая красивая девочка долины, из-за чего я смотрел на танец жителей в одиночку. На 25-й день прибыл продавец книг, и на этот раз я смог позволить себе купить хотя бы каталог цен. Предпоследний день весны сделал себе 2 бака с наживкой, чтобы не ходить постоянно к Вилли. И в конце этого же дня мне попалась моя первая легендарная рыба. Продавать я ее не стал, решил отложить в сундук, ради коллекции. Последний день весны отнял у меня 10 тысяч золотых. Результаты первой весны на ваших экранах. Навыки относительно прокачаны, а ферма Мальдивы заработала 70 тысяч золотых. Кстати, опять же про цели. Суммарно я должен заработать 10 миллионов золотых. На этом моменте мне казалось, что это будет длиться вечность. Однако вскоре я начну зарабатывать десятки тысяч в день, буквально ничего не делая. Первые пару дней лета ничем особо не отличались от весны. Вот я очищаю ферму от мусора, а вот я уже рыбачу. Наконец-то приобрел золотую кирку, которая позволит ломать мне почти все с одного удара. Выбил меч получше своего. И сразу же после этого достал меч еще лучше, как всегда. На 3-й день мэр вкинул легендарный квест, отказаться от которого попросту невозможно. Сразу же после этого я отдал топор на улучшение. И сверху очередные 10 тысяч. Копаясь в шахте, мне выпал он. Начиная с этого момента радужные осколки будут появляться у меня каждые 10 дней. Вот настолько я удачливый. Гитара? Окей. Поминая цели челленджа, я должен получить все возможные звездные капли. Кстати, в конце этого дня Линус выдал мне чертеж на бобовую наживку, которую я ни разу не скрафчу. Также я получил сразу 2 профессии собирательства и боевых навыках. В первом я выбрал лесника, с надеждой на твердую древесину в будущем, а во втором бойца, потому что это попросту выгоднее. На 4-й день я снова отдал кучу всего в музей, за что был щедро вознагражден хламом. Также избавился от своего хлама, которого порядком накопилось за 30 с лишним дней. Ну и расколол залезавшиеся живоды, внутренности которых я благополучно сдал в музей. Забрал свой драгоценный топор, заимев лучший арсенал инструментов на этом этапе. Также получил самые лучшие ботинки, с которыми в обычных шахтах я ощущал себя неуязвимым. На 6-й день я оказался на дне, получив ключ с черепом. Было обидно, что я не могу использовать его прямо сейчас. На 7-й день я раскошелился и наконец-то прикупил себе сарай, в котором наконец-то расставлю все сундуки и печки. Параллельно с этим начал задаривать Марни и Клинта, потому что кварца и золота стало слишком много. Также впервые сходил в тайный лес, в который теперь буду периодически заглядывать и собирать твердую древесину. И наконец-то приложил основную часть дорожек на участке. Целых 30 дней избегал этого. Ну ляпота. Сделал себе еще 4 бака с наживкой, решив вопрос не раз и навсегда. Перенес печки и баки с наживкой в сарай. Получил еще одно кольцо на магнетизм, пока собирал медь. В конце дня скрафтил миллион утилизационных машин, чтобы было куда девать мусор. Также поставил сундуки в сарае, чтобы в будущем перенести весь лут в него. 10 числа мэр города оповестил меня грядущим луау, из-за чего я пошел гриндить лучшую рыбу для супа. Также внезапно понял, что я неправильно все расставил в сарае. Решил убрать баки с наживкой на улицу, чтобы вместить в сарай побольше нужного. С одного из деревьев мне выпал секрет дровосека. Приятно, новый навык. Решив довести дело с дорогами до конца, я принялся вычищать ферму и раскладывать дорожки во всех уголках участка. Спустя пару минут мне снова выпала книжка, но на этот раз Альманах долины Стардю. Самая ценная и востребованная книга. Да уж, мне не хватило энергии на расчистку моей фермы. Доделаю как-нибудь другой раз, значит. С утра ко мне заявилась Эмили, разрешив пользоваться своей швейной машинкой. А вот и Луау, к которому я подготовился еще вчера. Суп пойдет осетр, так как губернатор его просто обожает. Сидит, уплетает. В очередной раз, копаясь в шахте, мне выпали моднявые очки и компендиум монстров. И тем и другим я решил воспользоваться. Из одного из пыльных духов мне выпала моднявая рубашка, которая идеально сочеталась с моими очками. Ну все, летний сет готов. Я решил сделать сортировку в сундуках и перенести весь лут в сарай.
Расколол лжеоды и пополнил коллекцию музея, за что Гюнтер в очередной раз одарил меня отборным дерьмом. Пополнил коллекцию пугала, теперь на ферме менее одиноко. Понял, что эта сортировка ужасна, и принялся делать другую. Пэм внезапно захотела прибухнуть и кинула мне квест на светлый эль, который я не смогу выполнить еще добрую половину месяца. Из сундука достал еще один альманах. Как же мне везет. Получив рецепт громоотвода, я очень кстати решил сделать несколько и расставить их по всей ферме. Заодно спустя 45 дней достроил все дороги на ферме. На следующий день я собрал аккумуляторы, которые произвели мои громотводы, и заработал у них 2500 золотых. Можно ли это назвать фермерством? Нет. И даже не пытайтесь. Не поверю. Вот как такое может быть? 17-й день лета, а зеленого дождя все еще не было. О, наныл. Весь 18-й день я ходил и собирал все, что только можно. После сбора я улучшил баки с наживкой до максимального уровня, получив доступ к одной из лучших наживок в игре. Свой первый проект Джоджи я купил на 19-й день, хотя накопил на него еще несколько дней назад. Автобус, который появится уже завтра, позволит мне получать мой основной источник дохода – пещеры черепа. Крафтил еще 6 баков с элитной наживкой. Просто потому что. Вот и Диметриус пристал с просьбой о дыне, которую я никогда ему не принесу. Ненадолго заглянул на форелевый турнир, но тут удача совершенно отвернулась от меня, и я ничего не получил. А вот и время для вагонеток наступило, которых мне сильно не хватало. Ну что, вперед в пустыню? Приехав, я сразу понял, что забыл взять радужный осколок, из-за чего пробил себе пару сотен фейспалмов. Думаю, пора объяснить, почему пещера черепа будет для меня основным источником дохода. Все дело в иридии и целой куче драгоценных минералов, что очень часто спавнятся тут. За один хороший заход можно достать 25 тысяч и больше, поэтому теперь я буду стабильно ходить в эту пещеру. С самого утра мистер Ки предлагает мне попробовать дойти до 25 уровня в пещере черепа, что довольно легко. Ну а чтобы было попроще, мне понадобится он. Теперь можно и в шахту. А вот и 25 этаж, собственно говоря. На следующее утро Ки прислал мне халявные 10 тысяч. Взяв побольше иридия с собой, я пошел к Линту. Отдав свои последние деньги на самую лучшую кирку, я пошел до домика Марни, откуда забрал легендарные фиолетовые шортики. Решив не баловаться с ними, сразу отдал их мэру. На итоговом экране прилетел самолет и скинул загадочные коробки. Новый день, новые аккумуляторы. В этот раз я решил не продавать их, а отложить на будущее. Мало ли. Буквально через минуту мне выпал очередной секрет дровосека, который я решил прочитать ради опыта. Снова расколол лжеоды, снова забрал барахло из музея. Ну, бля, сколько? Немало. Среда, 24. Запомните этот день, ведь я наконец-то получил иридиевую кирку. В шахте получил кроличью лапку, которая пригодится мне зимой. 25 числа ко мне обратился Джордж с просьбой о жгучем перце. Жаль, что старик не понимает, что у меня тут не ферма, а наркоприт. В конце дня собрал имеющиеся ресурсы и сделал парочку кристалляриумов. И впихнул в них алмазы. И нет, это тоже не ферма. Поставил еще парочку кристалляриумов. В конце 27 дня у меня появился выбор профессии в шахтерском деле. Конечно же, я выбрал землекопа, который принесет мне десятки и даже сотни тысяч золотых. И еще один, завершающий ряд кристалляриумов. Заодно и печки можно поставить, закрыв все ряды. Диметриус приглашает поглядеть на полуночных медуз этим вечером. На этом светском событии я не обнаружил Линуса, отчего она сразу стала неинтересным. Подводим итоги лета. Еще немного и все навыки станут максимального уровня. Ферма Мальдивы заработала более 200 тысяч золотых, а также я скопил гигантское количество книжек и получил стабильный доход. Осень и зима обещают быть максимально результативными. Приступим к ним. Первый день осени Клинт и Линус подарили мне по рецепту, и я принялся убирать ферму от обломков сезонности. После очередных раскопок решил закупить древние клады и тотемы-телепорты. Начиная с этого момента я буду периодически так закупаться. На второй день наконец-то построили специальную доску объявлений, квест из которой я периодически буду брать. Придя в Джоджамарт, я заказал постройку моста, чтобы открыть доступ к уже бесполезному карьеру. У Клинта я отдал еще 25 тысяч в обмен на иридиевый топор. Как по мне, справедливый обмен. Не теряя времени, у него же расколол лжеоды, и сразу же сдал содержимое в музей, за что получил пугало и бесполезный блок. Потихоньку у меня формировался пассивный доход с кристалляриумов. Я рассчитывал на то, что рано или поздно смогу получать с них по 10 тысяч. О, а вот и Гюнтер заявился, отдав мне ключ от канализации. Еще и Марни просит сноп амаранта. Вот где мне это все доставать для них? Очередной кристалляриум, очередные 750 золотых раз в 5 дней. Как же мне везет. Забрал свой имбовый топор и сразу же отправился в шахты. Немного покопался в карьере, поставил улучшаться мусорку до иридиевой, пил промывку руды в Джоджамарте. И снова в шахту. Решил заглянуть к Робусу в канализацию, чтобы купить солнечные эссенции. А у него в продаже имбовая еда. Грех от такого отказываться. Сначала решил купить звездную каплю. В итоге понял, что мне не хватает жалких грошей на нее. Вышел из канализации и сделал себе имбовое кольцо на магнетизм, освещение и урон.
Продав немного золотых слитков из своих запасов, мне хватило на вторую звездную каплю и еду на удачу. На 12 этаже в шахте меня ожидала стильная ковбойская шляпа, которую сразу же надел вместо своих очков. 8 числа Линус потерял свою корзинку для ягод, отчего я великодушно решил помочь ему. Как он вообще умудрился потерять ее здесь? Придя в горы, меня застала катсцена с Вилли, где он отдал мне промывочный ковш. В основном это довольно бесполезный инструмент, но я буду им пользоваться время от времени. Заглянул к Робин, подарил ей кварц и сразу же застал еще одну катсцену, но уже с Линусом. Вот и моя иридиевая мусорка. Решил начать прокачивать промывочный ковш, хоть в этом и нет особого смысла. Заглянул к продавцу книг, закупил путь ветра, чтобы бегать немного быстрее. Порубил деревья на своей ферме, чтобы прокачать собирательство. Заодно взял шишек из запасов и нет, не скурил их, а пошел рассаживать на ферме. Марни запросила у меня пещерную морковку, то по сути своей расплюнуть. Также Льюис предупредил меня о предстоящей ярмарке, которой мне по-хорошему уже надо начинать готовиться. Держи свою морковку. Наступил долгожданный момент. На 9-й день осени мы наконец-то стали лучшими друзьями с Линусом. Правда, осталось еще 33 жителя. На 10-й день я забрал золотую косу, смысла от которой было довольно мало. К тому же я получил профессию в боевых навыках, которых выбрал в Аретилу. Во время рыбалки выловил очередную книгу. Решил сохранить ее на будущее. Диметриус прислал мне чертеж на фермерский компьютер. Ни разу его не делал. И сейчас не сделаю. В шахте выбил хорошее кольцо на плюс 4 иммунитета, которое сразу же поспешил надеть. Вот и мэр со своим повторным оповещением о ярмарке. Забрал свой иридиевый промывочный ковш. Зачем я его улучшал? Начал задаривать Абигейл, чтобы в будущем потратить на это меньше времени. Заглянул к Робин, а она мне запустила очередную катсцену, в которой дала бесполезные рецепты. Сделал несколько табличек, на которых я решил написать напоминалки, и у меня отключился компьютер. После краша я сделал все то же самое, что и в прошлый раз, за исключением подарков. Я решил задаривать Диметриуса и Лею, вместе с Абигейл. Также сходил в гильдию и продал ненужный хлам. Ярмарка. Лоток я решил собрать такой. По моим расчетам, он должен принести мне первое место. Проверил свою силу и со второго раза выбил максимальный показатель. Отправил Льюиса на оценку и спустя минуту занял свое драгоценное первое место. Забрав свои пожитки, я сразу же пошел в казино. Спустя пару минут и многочисленных депов я купил ее. Третья по счету. Ну и заодно весь прилавок у этого мужичка. Поменял свой модный сет на рабочую рубашку и старую шляпу, так как осень на дворе, не к лицу ходить таким ярким. Скрафтил несколько грибных пней, так и до конца не убедившись, можно ли это хоть как-то посчитать фермерством. Напишите свое мнение об этом, а то я даже подсочники боюсь ставить. Украл несколько декоративных ламп с кладбища. Не спрашивайте зачем. Выполнил еще пару целей по убийству монстров. Неплохо. Поставил еще один кристалляриум и сразу загрузил в него алмаз. Вот и Кэролайн просит у меня тыкву, которую я так и не отдам ей. Вот затрали. Внезапно вспомнил о мотыге, к которой я не прикасался с самого первого дня. Поставил ее улучшаться и принялся раскалывать жеоды. Сдав свыше десятка всякой всячины в музей, Гюнтер дал мне телепорт и кристалляриум. Хоть что-то полезное. Забрал в гильдии 2 неплохих колечка и заменил кольцо на иммунитет на кольцо на защиту. Открывая загадочные коробки у Клинта, нашел книгу тайн, прочитав которую обрел очередной навык. Спустя минуту получил самоучитель языка дварфов у Гюнтера. С этим прибамбасом я побежал к пещерному дварфу, купив у него еще одну книжку на снижение урона от бомб и редкое пугало. Купил последний проект Джоджо — теплица. Просто ради галочки. Утром меня навестила Эвелин, подарив мне садовый горшок. К сожалению, выращиванием конопли я не могу заниматься в этом прохождении. Увидел письмо от Вилли, в котором он говорит, что открыл свою тайную комнату. В городе меня встретила катсцена с Джоджо, где они радуются моим капиталовложениям. У продавца книг я прикупил еще один альманах и еженедельник лесника, чтобы наконец-то повысить уровень собирательства. Заодно улучшил мотыгу до стальной. Осмелился и взял страшный квест у Робин на 1000 камней. Новое утро, новый рецепт. А это еще что? Подарки от Клинта? Смущает чертяка. Решил засадить еще немного деревьев. Почему бы и нет? В итоге вышло чуточку больше, чем немного. Пора бы и мотыгу до золотой улучшить, а заодно и жеоды расколоть. Это свершилось. Я выполнил одну из целей наполовину. Да, закрыть музей на 100% тоже одна из целей прохождения. Как и поймать всю рыбу. Впрочем, цель забрать все звездные капли тесно связана с этим, поэтому это было очевидно. Расставил еще громотводов на ферме, потому что совершенно не понимаю, как они работают. Почему-то молнии все равно иногда ломают дороги. Льюис оповестил меня о предстоящем местном Хэллоуине, отчего мне было ни жарко, ни холодно. Выбил еще одну кроличью лапку, пока бегал в пещерах. К концу недели все-таки смог собрать 1000 камней для Робин, получив за это 2500 золотых. Забежал к Робин и попросил ее улучшить мой дом, а также прикупил рецепт на большой сундук и календарь. Правда, не удержался и скупил вообще все рецепты. Увидел катсцену с волшебником, который вообще не ожидал увидеть, ведь в этом прохождении мы с ним вообще не пересекались. Решил прийти на местный Хэллоуин, чтобы закупить одно из 8 редких пугало. Ну и заодно забрал золотую тыкву. Халява ведь.
В шахте выпал очередной еженедельник лесника. Подводим итоги осени. Все навыки, кроме собирательства, достигли своего пика. Моя ферма заработала почти 500 тысяч золотых, а также я почти закрыл музей и почти собрал все пугало. Эта осень вышла воистину результативной. Пора бы узнать, чего же смогу добиться за этот игровой год. Поэтому мы переходим к зиме. На второй день зимы я проснулся в уже обновленном домике, что не могло не радовать, ведь это тоже одна из целей прохождения. Улучшить домик до максимального уровня. Немного поменял планировку, стал выглядеть чутка лучше. С утра опять пришли письма. В одном из них Вилли попросил меня принести ему кальмара. Сделаем. В магазине Пьера меня встретила катсцена Абигейл, где должен был поиграть в путешествие короля прерий. Внимание! На ваших экранах прямо сейчас происходит нереальный секс. Просьбу смотреть и облизывать экраны. Забрал золотую мотыгу у Клинта и наконец начал таскать ее с собой. Выловил кальмара для Билли, а он, зараза, уже закрылся. Ладно уж, придется отдать завтра. Нет, но это уже ни в какие ворота. На третий день мне попался загадочный теневик, который тут же убежал от меня. Эти догонялки подарили мне лупу, открыв доступ к секретным заметкам. Мотыгу таскал я недолго, снова отдав ее на улучшение. Построил еще один сарай, на который у меня были грандиозные планы. Какая-то катсцена с Леей? Ладно. Занес Вилли кальмара, которого он так хотел, а заодно подарил ему крабовые котлетки. Заглянул в его подсобку, убедил катсцену с лодкой, ушел. О, а вот и первая секретная заметка, содержимое которой не то чтобы обрадовало меня. А вот это уже поинтереснее. В общем, да, эти заметки падали мне просто в гигантских количествах. С самого утра я решил заняться перестройкой дорог, ведь у меня появились более красивые тротуары. Целый день ушел на перестройку, зато теперь стало гораздо красивее. Какая красота! Теперь у меня целых 2 сарая, хоть один из них временно пустует. У продавца книг я прикупил второй том Пути Ветра, а также книгу звезд, которую я пока что буду просто хранить. Забрал у Клинта иридиевую мотыгу, которую теперь уже точно никуда не дену. А вот и очередная цель по убийству монстров. Пока что все идет очень быстро. Да уж. Клинт просит отнести Эмили, мой же аметист, от его имени. Открыл вход в пещеру из канализации, чтобы забрать темный талисман. Это было быстро. Отдал Эмили аметист. Судя по ее реакции, ей абсолютно по барабану, от кого он. Начал задаривать Пэлм алкоголем. Вытащил очередное руководство по оценке сокровищ, которое сохраню на будущее. Выкопал книжку на +1 единицу защиты. Довольно приятно. Выбил таинственную шляпу, которую решил надеть вместо своей предыдущей. Осталось найти где-нибудь мантию и будет вообще идеальный сет. На утро ко мне пришел Пьер с рекламой своих семян. Очень интересно, но нет. Льюис предупредил меня о ледовом празднике, на который я ни разу не ходил. Надо будет исправить. Нашел у странствующего торговца продажи светлый эль, который хотела заполучить Пэм. Также прикупил еще одно редкое пугало. Наконец-то я выполнил этот квест. Выловил очередную книгу, которая пойдет лежать в мой сундук. Пришел на ледовый праздник. Выловил 6 рыб и занял первое место, за что получил всякие прибамбасы для удочки. Наконец-то мистер Ки образовался на 100 уровне пещеры. Надо будет туда наведаться. В пустыне выкопал странную куклу по наводке и секретные заметки. И еще одну, но уже в родной долине. А это вообще сундук с сокровищами. Также выяснил, что если ты принимаешь сторону Джоджо, то каменной статуи Джунима больше не будет за клубом. Хотя все верно, у меня ведь это не клуб, а склад. Обменял у водителя Джоджо кроличью лапку на особый оберег. Забрал статую золотого Льюиса. Будет служить мне секретным 9-м пугало. Поймал Льюиса и Марни в кусте. Как им не стыдно? Наконец-то получил 10 уровень собирательства и в профессии выбрал дровосека, на что изначально и рассчитывал. За первый игровой год я успел получить максимальный уровень всех навыков, за исключением ферверства. Волшебник запросил у меня эссенцию пустоты. Может быть, когда-нибудь принесу ее ему. Впервые мои грибные пни произвели грибы иридиевого качества, которые я тут же продал. Решил прийти на Кальмара Фест, отчего целый день провел в рыбалке. Поймав 10 кальмаров, я получил тонну наград и книгу «Краболовное искусство». Очередной навык. В субботу утром я решил забрать секретную книжку неподалеку от кузнеца, на больший шанс нахождения предметов в мусорных баках. Заказал у Робин последнее улучшение дома, отдав почти все свои деньги и 100 единиц твердой древесины сверху. Заодно прикупил камин. И поставил его, конечно же. Пришло приглашение на ночной рынок, на который мне придется пойти ради редкой рыбы. Абигейл попросил оценить ее картинки, на что я выбрал орка секирой. И снова выполненная цель по убийству монстров. Таким темпом я смогу закрыть все цели в гильдии очень скоро. Забрал кольцо вампира в гильдию, которое я не буду использовать. Заглянул в ночной рынок, забрал халявное кофе и опустился на морское дно, чтобы выловить новые виды рыб. Проснулся в обновленном и практически самом лучшем домике и сразу принялся переставлять весь интерьер. Заставил Робин улучшить один из сараев. Клин просит принести ему железный слиток. Сделаем. С утра мне пришло письмо с оповещением о пире Зимней Звезды. И черт побери, моим тайным другом в этом году стал Линус, с которым я уже набрал максимальную дружбу.
Рубя пни в тайном лесу, я выполнил цель по убийству слаймов. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Первый сарай улучшен, значит пора улучшить и второй. В шахте я выполнил еще одну цель по убийству. Честное слово, это не спидран. Также выпал еженедельник лесника. В гильдии забрал награду сразу за две цели. Кольцо и маска. У продавца книг повторно купил Путь Ветра, так как он дает немного опыта во всех навыках, а значит равен альманаху. И очередная цель по убийству. А неплохо это я разошелся. В лесу упало огромное дерево, что означает только одно. Мне нужно 100 твердой древесины. Решил наконец-то изменить планировку в своем сарае, а заодно докинуть побольше печек. Восстановил пение упавшего дерева. От безделья поймал вторую легендарную рыбу в канализации. Заодно поместил все свои легендарные рыбы в аквариум. Получил письмо, в котором Робин попросил у меня твердую древесину. Набрал максимальную дружбу с Клинтом и Робин. А ведь мне еще надо покорить сердца целой долины. Изменил заметку о подарках и добавил в нее Льюиса и Пэм. Заглянул в домик Леи, и меня встретила очередная катсцена, в которой ничего особенного не было. Выпала очередная книга. Ловкий, быстрый, живой. Выбил новую рубашку в пещере. Решил ее надеть. Наконец-то добрался до 100 уровня пещеры, где меня встретил этот чудак Ки и напоил меня своим молочком. Из коробки выпало много всякого для готовки. Может быть, когда-нибудь воспользуюсь этим. На пире Зимней Звезды купил большой красный ковер у Пьера. Да, мне некуда девать деньги. Вопросы? Подарил Линусу морожку и узнал, что мой тайный друг Льюис. Но это как-то несерьезно. Всего лишь маффин. Мог бы и пару миллионов впихнуть в коробку. Поставил ковер у камина. Теперь в домике еще атмосфернее. Газ запросил у меня альбакора, надеясь подловить меня на том, что скоро закончится зима. Решил половить мусор, чтобы выполнить квест субботник от Линуса. Но именно сейчас мне перестало на него вести. Выкопал куртку прямо около автобуса. Решил сразу же надеть ее, а то негоже в рубашке зимой щеголять. Спустя пару минут она мне надоела. Не к лицу. Занес альбакора Гасу, за что получил целых 400 монет. Смех да и только. Забрал у Гюнтера волшебный леденец и очередную статую. За первое спасибо, а второе как всегда. Хлам. На 27-й день зимы выловил свое первое пещерное желе. Довольно поздновато. Из загадочной коробки выпал дайджест драчуна. Все пойдет на обмен, все пригодится. Сделал несколько коптильн для рыбы. На будущее. На последний день зимы Линус попрощался со мной вот так. Пора бы подвести итоги данного шествия. Все навыки, кроме фермерства, на максимальном уровне. Дом точно так же улучшен до максимума, музей закрыт на 90%, и почти все цели по убийствам завершены. А также почти все пугало были собраны. Ну и не будем забывать о половине приобретенных навыков, и точно такой же половине звездных капель, собранных мной. Было интересно попробовать поиграть в игру про фермерство, не прибегая к фермерству. И это, раз уже досмотрели до конца, то тыкните лайк там или дизлайк, либо на крайняк напишите, какой автор даун использовал грибные пни, хотя с точки зрения какой-то там религии это фермерство. В общем, спасибо за просмотр и хорошего вам дня.